Итак, всем привет! Сегодня мы с Олесей идем в деревню, которую нам посоветовала подписчица. Деревня полностью не вымершая. Нам написали, что там один жилой дом, и в остальных где-то 2, 3, 4 домах, точно не знаю, сколько их там, никто не живет, но при этом достаточно неплохая сохранность. Не знаю, что нас там ждет, есть ли там кто-то сейчас в той деревне, что нам удастся найти. Просто сегодня доверились словам подписчицы, отправляемся в это путешествие и посмотрим, что за деревню нам посоветовали. Спустя какое-то время дорога немножечко ухудшается. Если туда кто-то и ездит, явно на неплохой машине. Потому что проехать по такой колее не каждый транспорт сможет. Вот так вот выглядит прекрасная дорога. Опять же, я думаю, это стало одной из основных причин, почему люди могли там бросить свои дома. Итак, ребята, на этом восхитительном, замечательном доме у нас висит табличка. Дальше вижу еще один дом, вроде как крыша в неплохом состоянии. Смотрите, улица Сосновая, 3. Кто и зачем ее сюда повесил, остается только догадываться. Опять же, выглядит все достаточно новым. И это все посреди зарослей и нескольких километров ходьбы по лесу. Итак, подходим к крыльцу. Крыльцо, смотрите, все заросло вьюном. То есть в дом, видимо, придется попадать через двор. Забор весь вокруг рушится. И крыша разваливается. Я надеюсь, что внутри еще есть на что посмотреть. Смотрите, все заросшее. И вот такая вот лазейка. А там выломанная дверь и замок. То есть я вижу, что двери нет. Видимо, раньше была дверь. Смотрите, как все заросло, как, я не знаю, какие-то джунгли. Вход в дом зарос. Все разваливается, того и гляди. Со дня на день все это упадет. Сейчас будем как-то через эти заросли туда проникать. И посмотрим, что осталось внутри. Кусты проросли сквозь все крыльцо. Кто-то когда-то выломал дверь. Вот смотрите, замок до сих пор на месте. А потом, возможно, приехали хозяева. Вот лежит дверь. И застелили вход каким-то старым покрывалом. Mercedes-Benz Touring 30-го года. Фотографии с природой, постеры, календарик 14 и 15 года. То есть ушли отсюда относительно недавно. Евросеть, программа. Я удивлен, что ей до сих пор кто-то пользуется. Счетчик на месте. Уголок с иконами. Телевизор, видимо, забрали. Скорее всего, уезжали целенаправленно отсюда. И все забрали с собой. Сервант. Вот такие вот плакатики с Аллой Борисовной и несчастным котом. Вы посмотрите, это же несчастный кот. Мне кажется, это была его 1000-я фотография за день. Немножечко выбивается из общего настроя девчонка в купальнике с машиной посреди религиозных календарей. Вот
такое покрывало на стене, на которое приклеен постер с оленями на скотч. У них не было ковра с оленями, они решили приклеить постер. Да, много постеров с животными. Львы в цирке, обезьяны. А в этой стороне в основном религиозные календарики. То есть явно тут жили верующие люди. Скорее всего, какая-то бабушка, может быть, умерла. И больше некому сюда ездить. Еще один ковер покрывало. Не знаю, как это назвать. Медведи, зайцы. Какой-то домик. Выглядит забавно. Особенно вот этот медведь. Опять же у нас религия, природа и уголок детских игрушек. Смотрите. Это что, блок от жвачек? Да, 200 жвачек. Елена, ребята. Ну, естественно, он сейчас пустой. Можно сказать, поставлен на память. А за ним, смотрите, за ним плакат со спокойной ночи. Сейчас уберу лесу. И вот там Хрюша в паутине, Степашка и какой-то гном лишь решил прилечь лет так 5 назад. Все уже покрывается пылью. Естественно, мы поставим все это на место. Лежат киндеры. Все покрытые пылью. Мотоциклик. Какой-то эвакуатор-луноход. Вот такая досочка, смотрите, с Рождеством Христовым. Возможно, ручной работы. Наверху цифры 5409. Возможно, код от телефона, чтобы не забыть. От сим-карты, не помню точно. Где его надо было вводить в телефоне раньше. И вот такой вот постер с зимним березовым лесом. Евгений Мартынов поет свои песни. Удивительно, что никто здесь ничего не разломал. Смотрите, раньше у домика был небольшой пруд. Сейчас все уже, конечно, разваливается. Все заросло тиной. Напротив еще рухнувший дом. За ним вижу дом вроде как с крышей. Естественно, сходим к каждому из них. Тут у нас уцелел забор. Смотрите, сколько было земли у людей. Можно было сажать и сажать. Необычно сделано то, что во двор вход с улицы. То есть из жилых комнат во двор войти невозможно. И для этого сделан отдельный вход с улицы. Также непонятно, как попасть на чердак, потому что лестницы на чердак нету. И даже нету ее со двора. Вот что странно. Множество досок, бочек, лавочек. В принципе, все сейчас перед вами. Ванна. Все, что использовалось по хозяйству. Итак, ребят, смотрите, к электричеству дом все еще подключен. Провода через деревню идут. Никто этот дом не отключил. Удивительно, но никакого входа на чердак тут мы не нашли. Осмотрели все со всех комнат, но входа на чердак так и не обнаружили. Если нет входа на чердак, неудивительно, что они не могли починить крышу. Но домик был очень интересный. Я рад, что мы его посетили. Но вот эти новые таблички, конечно, в очередной раз заставляют удивляться. И мы двигаемся дальше. Смотрите, напротив есть дом, который уже практически полностью превратился в руины. Но до сих пор уцелели наличники. Аккуратно дойти, там клетку. От дома практически ничего не осталось. Но на нем, кстати говоря, тоже есть новый номерок.
Что это такое? Ну, это культиватор, нет? Это какой-то вездеход самодельный. Сейчас подойдем, посмотрим. Все зарастает крапивой. Я рад, что мы пришли сюда сейчас, а не когда крапива была бы 2 метра. Тогда мы бы совершенно ничего не увидели. Опять же, смотрите, новый номерок. Дом номер 5. К сожалению, дом уже ничего не спасет. Можно заглянуть в окно ради интереса. Виден умывальник. То есть, когда из дома уходили, лампа дневного света, сервант. Когда из дома уходили, я думаю, там еще было что-то интересное, но сейчас только пустота и разруха. Давайте посмотрим, что это за чудо изобретение. Все уже очень сильно заросло. Да, это какой-то вездеход, смотрите. Колесо до сих пор на месте, 2 сиденья, остатки руля, педаль. И все это в зарослях. Явно эта штука уже много-много лет никуда не ездит. Все сиденья сгнили. Что-то невероятное. Да, на этом устройстве жители деревни раньше передвигались по окрестностям. Немножечко очистил этот луноход от веток. Смотрите, сюда как будто бы раньше крепился, возможно, газовый баллон. Вот такие защелочки были. Потому что под что-то круглое сделаны зажимы как раз. Может, это устройство ездило на газу. Где-то тут располагался мотор, передние колеса. К сожалению, от этого уже совершенно ничего не осталось. Задние колеса на месте, но ушли под землю по самый диск. То есть явно она стоит тут много-много лет. Кузовок, чтобы что-то возить по хозяйству. Вот такой вот необычный, я даже не знаю, как это назвать, необычное устройство передвижения по деревне находится между домами. К сожалению, больше никогда никуда не поедет. Вот так вот выглядят наличники. Вижу птицу наверху. То есть на чердаке явно гнезда, там живут птицы. Возможно, они живут в самом доме, снизу. Сарай рухнул. Дверь нараспашку. Двери уже даже, я бы сказал, нет. Ее выбили. Выломанное окно. И сразу видно гнездо с птенцами. Смотрите. Прямо сидят множество птенцов. Уже достаточно большие. Сидят, смотрят бесстрашно. Ага. Почему они в детстве такие бесстрашные, а потом паникуют от всего? Добро пожаловать в очередной брошенный дом. Потолок обвалился в одной из комнат. Дверь во двор. Внутри все очень сильно разбросано. Но еще есть на что посмотреть. Дом совсем не пустой. Все в паутине. Смотрите, печь. А к печи пристроена буржуйка. То есть какое-то время жители обогревались буржуйкой.
Или может какие-то охотники тут останавливаются, я не знаю. Печь очень сильно заваливается. Подпорки для печи. Старое зеркало. Возможно, самодельное. И тут у нас религиозный уголок. Рядом с кроватью. Вот такие вот иконки. Видимо, тут располагался бывший огород. Еще уцелела ограда, подкова. В данный момент, как вы видите, все очень сильно заросло. Еще видны какие-то контуры грядок. Но явно много лет тут уже никто ничего не сажает. И вот так вот выглядит этот домик у нас. Опять же устанавливали буржуйку. Стоят кровати. Какой-то мед на столе. Много чашек. Наша любимая чайка висит на стене. Смотрите, какая самодельная полочка с маленькими открывающимися дверями. Счетчик на месте. Безмолвный крик. 2008 год. 2014. То есть из деревни ушли не так уж и давно. Леся нашла какую-то фуражку. А в этом доме, скорее всего, 2 большие комнаты должно быть. И большой чердак. Смотрите, сколько посуды. Будильник. Естественно, уже не ходит давным-давно. 2 газовые плиты на кухне. Скорее всего, все эти дома бросили специально, целенаправленно. Никаких фотографий в домах. Лишь только, видимо, то, что было совсем не нужно с собой забирать. Не знаю, что стало причиной именно в 2014-2015 году уходить отсюда людям. Вот такая вот щель между комнатами. Такое ощущение, что дом собран из 2 домов, которые накрыты одной крышей. Возможно, сначала был построен один дом, потом пристроен другой, и им сделали общую крышу. Да, внутри, конечно, состояние уже хуже. Вот такая вот небольшая комната, она уже находится в гораздо худшем состоянии. На столе лежит множество пластинок. Вещи в шкафах и дырки сквозные на улицу через календарь. Не знаю, какого года этот календарь. Нарисован самолет. Календарь сильно выцвел. И вот смотрите, прямо сквозная дыра на улицу. И вот такие вот пластиночки у нас лежат по всему столу. Мелодия. Мы покидаем эту деревню. Сняли там все самое интересное. Один дом в деревне жилой. Мы поговорили с пожилой парой, которая там проживает. Их заинтересовало, что мы ходим по заброшенным домам, что нам тут нужно. В принципе, они были не против, что мы снимаем. Их, наверное, это даже немножечко удивило.
То есть деревню до конца нельзя считать заброшенной, потому что в одном доме все еще живут. Мы отправляемся дальше. Навигатор говорит, что там есть еще 3 деревни. Не знаю, в каком они состоянии. Может быть, удастся что-то найти интересное. Но это уже будет в следующих выпусках. А на этом все. Надеюсь, вам сегодня было интересно прогуляться в этот дальний уголок нашей области. Увидимся в следующих заброшенных местах.